Новая тактика Реала по Мбаппе, Санчо в Ювентусе, новый тренер у Наполи. Бавария назвала цену за Дэвиса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Опорный полузащитник Аль-Хиляля Рубен Невиш может перебраться в лондонский Арсенал. Об этом рассказал журналист Алекс Круг. По информации источника, Арсенал намерен перехватить 26-летнего Невиша у Ньюкасла, который планирует арендовать футболиста. Ранее сообщалось, что Сороки хотят заменить Невишем дисквалифицированного из-за ставок Сандро Тонали. Минувшим летом Рубен перебрался в Саудовскую Аравию из Вулверхэмптона. В составе Аль-Хиляля португалец провел 17 матчей во всех турнирах. Эрлинг Холланд не перейдет в Реал в ближайшем будущем. Об этом заявил гендиректор Сити Ферран Сориано, комментируя слухи об интересе Мадрида к норвежцу. Холланд счастлив в Манчестер Сити. Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет, заявил Сориано. Суд Барселоны завершил расследование по делу экс-футболиста синегранатовых Дани Алвеса, обвиняющегося в изнасиловании девушки в ночном клубе. Об этом информирует Foot Mercato. Сообщается, что в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока будет вынесено соответствующее решение. Подчеркивается, что сторонам обвинения и защиты предоставлены 5 дней для того, чтобы подготовиться к указанной стадии судебного процесса. Каждая сторона должна изложить свою версию событий, из-за которых Алвес оказался под следствием. Бразилец находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода. В январе ему выдвинули обвинение в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Сатон» в Барселоне. Команда МЛС Нью-Йорк Ред Буллс предложила долгосрочный контракт полузащитнику Лейпцига Эмилию Форсбергу. Об этом сообщает Bild. По информации источника, американская команда предложила шведскому футболисту контракт на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Трансферу еще предстоит пройти все клубные инстанции, но поиск замены Форсбергу уже начался. Также сообщается, что Эмиль хотел остаться в немецком клубе и был готов обсуждать более низкие финансовые условия. Однако руководство Лейпцига сделало предложение, которое было в разы ниже стандартных рыночных условий, что было воспринято как неуважение к игроку. Президент мюнхенской Баварии Герберт Хайнер сообщил испанскому Реал Мадриду, за сколько продаст Альфонсо Дэвиса, сообщает Гол. Хайнер заявил, что Реал Мадрид может подписать защитника за 50 миллионов евро. Однако немецкая команда не хочет продавать одного из своих самых важных игроков. Главный тренер сливочных Карло Анчелотти надеется укрепить позицию левого защитника, так как Ферлан Менди в не очень хорошей физической форме, а Фран Гарсия пока не может произвести впечатление. При этом агент Дэвиса признал, что клиент готов уехать из Германии до истечения срока его контракта в 2025 году. Реал не отказался от идеи подписать нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе. Ранее испанская радиосеть Cadena Ser сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из ПСЖ на правах свободного агента. Как утверждает RMC Sport, клуб не отказался от планов по привлечению Мбаппе, но изменил подход. После прошлых отказов француза Мадрид больше не будет сам предпринимать активных действий насчет трансфера. Вместо этого Реал ждет, что Кильян сам проявит активность и сделает первый шаг навстречу переходу. Если Мбаппе хочет перейти, пусть сам занимается этой работой, заявил источник в испанском клубе. Мадрид больше не хочет оказаться в ситуации образца 22 года, когда Мбаппе был близок к трансферу в Реал, но решил продлить контракт с парижанами.
Президент Наполи Аурелио де Лаурентис уволил главного тренера Руди Гарсию и назначил на его пост Вальтера Мацари, сообщает пресс-служба клуба. Гарсия был приглашен на пост тренера неаполитанцев этим летом вместо Лучано Спалетти, который впервые за 33 года выиграл с командой итальянскую серию А. Однако после 12 сыгранных матчей в серии А Наполи располагается на 4-й строчке, имея в своем активе 21 очко. В группе Лиги Чемпионов клуб из Неаполя после 4 игр находится на 2-м месте с 7 очками. Ключевым фактором для увольнения испанца стали последние 2 матча Наполи. Сыграли в ничью 1-1 в ЛЧ с Берлинским Унионом, а также проиграли в итальянской лиге Эмполи 0-1. Мацари уже возглавлял неаполитанцев с 2009 по 2013 год. При нем команда выигрывала Кубок Италии и завоевала серебряные медали. Руководство Ювентуса намерено усилиться вингером Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, туринский клуб заинтересован исключительно в аренде английского футболиста. Бинканери также заявляют, что смогут покрывать зарплату игрока лишь частично. Сообщается, что представители Ювентуса уже вышли на связь с боссами Красных Дьяволов. В туринской команде уверены, что им удастся провернуть сделку в зимнее трансферное окно. Спортивный директор Барселоны Деко прокомментировал ситуацию во время минувшего матча каталонского клуба с Алавесом, в ходе которой нападающий синегранатовых Роберт Левандовски накричал на одноклубника Ламина Ямала и не дал ему 5. «Я абсолютно уверен, что у Левандовского нет никаких проблем с Ламином Ямалом. Роберт первый, кто встает на его защиту», приводит слова Деку Фабрицио Романо. Ранее польский футболист заявил, что у него нет конфликта с Ямалом, а произошедшее в матче с Алавесом является случайностью. Диего Симеоне высказался относительно будущего вингера-матрасников Жоао Феликса, в нынешнем сезоне выступающего в Барселоне на правах аренды. Все, что произойдет с Жоао Феликсом в июне, будет большим плюсом для Атлетико. Если он останется в Барселоне, то клуб получит солидную сумму денег. А если он вернется к нам, то останется еще 3 года по его контракту, и он сможет внести вклад в игру команды. Приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.